Всем привет, ребят! С вами Сюзанна, и сегодня мы будем раскрашивать вот такой вот милый рисунок, просто с супер дешевыми красками, которые я купила в обычном супермаркете. На упаковке написано, что это акварельные краски от компании Zibi, имеется 12 цветов, написано, что они легко смешиваются и имеют яркие оттенки. Ну что ж, давайте поскорее их откроем и узнаем, действительно ли это правда. Потому что мне кажется, что за такую маленькую стоимость, вряд ли они такие будут крутые. В принципе, сама коробочка довольно неплохого качества. Вот так вот открывается. И внутри у нас с дополнением есть такая кисточка. Но, как вы понимаете, кистью это назвать очень сложно. Похоже на какой-то веник, причем очень жесткий. Смотрите, вот это довольно интересно сделано. Такая вот небольшая емкость для того, чтобы смешивать вот эту вот всю красочку. Которая меня немножечко смущает, потому что она очень похожа на песок. Думаю, сблизи это очень хорошо видно, и мне кажется, что именно черный цвет похож просто на кусок угля. Не знаю, как у нас в итоге получится раскрасить этот рисунок, но для данного дела я взяла довольно плотные акварельные листы, чтобы можно было использовать много воды. Потому что эти прекрасные краски из данных емкостей так просто не наберешь. К слову, водичка у нас также имеется, поставим ее куда-нибудь вот сюда, и я буду работать своей кисточкой, потому что это у нас вряд ли что-то получится. Итак, ребят, не будем медлить, приступаем. Я начну, пожалуй, с глаз, и тут сразу же произошло то, чего я ожидала, наверное, с самого начала. Вот эти краски реально похожи на какой-то отстойный мел, либо же песочек. Во-первых, их довольно сложно набирать на кисточку, во-вторых, очень сложно наносить на бумагу равномерно, получается какими-то волнами. Думаю, вам видно, что с ней происходит после попадания воды. К сожалению, в данных акварельных красках довольно много таких мелких крупинок, но они очень твердые и совершенно не растворяются в воде, то есть они просто остаются на поверхности. Но несмотря на это, сам пигмент цвета довольно хорошо растушевывается, даже после того, как он уже конкретно таки подсох. Вот как раз таки благодаря этому можно где-то, знаете, вот сделать такую жирную яркую кляксу, потом ее уже полностью размыть на какие-то нужные вам участки. И это достаточно удобно. Не нужно, например, там смешивать цвета. Я вот сначала телесный оттенок смешивала, а потом подумала, тю, да мне хватит только красного. То есть берешь там где-то красного, чуть-чуточку ляпнешь и уже его размываешь, и получается такой телесный бежевый оттенок. Я это говорю не потому, что обычные краски не имеют таких свойств, а просто самые дешевые, они очень сильно въедаются в бумагу. Если ты сделаешь какой-нибудь такой вот раз мазок, то все. Они чем-то, знаете, напоминают маркеры. Короче, если сделаешь где-то линию или вылезешь за контур, то уже не получится размыть. У меня такие краски были, особенности прям такие самые дешевые, но эти еще, такие более-менее. Правда, их консистенция какая-то странная, и после того, как краски подсыхают, они становятся, на несколько тонов бледнее. Это тоже не очень хорошо, но в принципе, если нанести второй слой потемнее, то будет неплохо. Так, ребят, хочу отметить, наверное, самый большой бесячий минус, который доставал меня на протяжении всего процесса покраса, это то, что эти краски постоянно отпечатываются на руках. Да и не только на руках, они просто смазываются, например, тиранешь и хоп, такое чувство, будто ты раскрашиваешь это реально мелками. И такой прикол происходит, когда краска полностью высыхает, то она реально начинается осыпаться. И я даже не представляю, если бы я рисовала этот рисунок в своем альбоме, то после полного высыхания закрыть альбом, все равно же странички иногда терутся друг с другом. И что бы произошло с этим рисунком? Вот вам и ответ, почему же эти краски стоили настолько дешево. Ну ладно, давайте немного отвлечемся и распакуем с вами кукурузные палочки с сюрпризом. Я была немножечко в шоке, потому что увидела в магазине вот это. А что это? Это Monster High. Я таких палочек никогда раньше не встречала. И мне уже безумно интересно, что же там попадется, потому что ожидания масштабные. А вы как думаете, что же тут прячется? Так, сбоку я отрыла вот такую какую-то штукенцию.
И как бы офигеть, ребят, это надувной мяч. Ничего против не имею, но картинка немного не соответствует упаковке. Так, ладно, давайте продолжаем работать. Правда, я немножечко расстроилась, потому что ожидала, наверное, что-то более такое девчачье, более милое, так как и было указано на упаковке. Но, увы, получилось, ну, такое, 4 из 10. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то это по функционалу намного лучше, нежели какие-нибудь там невырезанные или недопечатанные наклейки. Может, какие-то пластмассовые странные самолетики. Ну, короче, разное мне попадалось в таких палочках. Это такое, среднячок. Была бы другая картинка, просто б цены не было. Кстати, мне вот очень интересно сейчас стало, ребят, а что вот самое лучшее вам попадалось в таких палочках? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Можете, например, от самого худшего, что вот вы открыли, посмотрели, думаете, ё-моё, зря я потратила эти деньги. И что самое лучшее? Вот мне будет очень интересно почитать. Но я думаю, и другим людям тоже будет интересно. Потому что изначально, покупая подобные выигрышные палочки, ты знаешь, что там будет что-то такое себе, прям очень такое себе, но все равно ты берешь в большинстве случаев из-за красивой упаковки, которая постоянно меняется, но содержимое примерно одно и то же. Поэтому, да, не особо впечатлило, ну да ладно. Мы с вами продолжаем работать, я уже практически заканчиваю. Наношу уже второй слой, чтобы рисунок не казался настолько каким-то бледным, размазанным. Но, блин, на самом деле я очень старалась сделать все аккуратно, но все равно как-то не получается, потому что не выходит делать ровные, такие вот мягкие линии. Это вам не хорошая акварельная краска, а просто какой-то крашеный разведенный песок. По крайней мере, именно это чувствуется на кисточке. Еще небольшой минус или такая особенность подобных красок — это то, что они просто полностью на 99% перекрывают ваш лайн. То есть не надо было стараться даже делать красивый ровненький лайн, если ты это все закрасишь красками, придется заново его в конце делать. Но я не буду рисковать и использовать свой любимый лайнер-линер, потому что он может испортиться. Вот, поэтому давайте с вами возьмем карандаш. А прежде давайте запомним то, как рисунок выглядит без повторного лайна. Заметили, черных контуров вообще практически не видно, да и плюс краска отпечатается на руках. В некоторых местах присутствуют такие вот песочные бугорки, которые ни в какую не хотели размываться. Но ничего страшного, оставим уже как есть. Возьмем с вами черный карандаш и сделаем повторный лайн. Ого, ну здравствуйте, новая проблема. Я не могу сделать нормально лайн, потому что краска осыпается. Буквально прямо под карандашом. Большую степень я уже струхнула, но все равно некоторые кусочки остались. И несмотря на это, мы наконец-таки, ребят, все закончили. Вот реально скажите, с лайном смотрится намного лучше. Когда трогаешь рисунок, он ощущается таким шершавым, и вот эти вот крупицы катаются под руками. Но если немножечко потереть, буквально слегка, посмотрите, что происходит. Да, такое себе на самом деле, но вы, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вот такой вот результат с использованием данных дешевых красок, понравился, либо же нет. Ну а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поучаствовать в моем конкурсе. Все ссылочки в описании и в закрепленном комментарии. А мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!